Добрый день, уважаемые посетители сайта ruletkasystem.com. Сегодня мы с вами будем играть в Европа Казино французскую рулетку. Я хотел вам показать систему, которой я пользуюсь сам, очень часто. По ней я выигрываю минимум 100-150 долларов в день. Обратите внимание, что на моем счету находится 1395 долларов. Это настоящие деньги и настоящий счет. Итак, я сейчас коротко постараюсь рассказать о своей системе. Более подробно о ней можете прочитать на моем сайте. Система построена по принципу Мартингейла. При проигрыше ставки нужно удваивать. Основное отличие системы от системы игры в рулетку по классическому Мартингейлу является то, что цвет, на который делаем мы ставку, меняется при каждой ставке, независимо, выиграли мы или проиграли, или может быть выпало зеро. Не будем дальше даваться в лирику, я покажу вам, как эта система работает на практике, на реальном счету с реальными деньгами. Ставим 5 долларов на красное. Проиграли. Выпало черное. Удваиваем ставку, ставим 10 долларов на черное. Выпало красное. Удваиваем. Ставим 20 долларов на красное. Выигрываем. Начинаем все сначала. Ставки 5 долларов на черное. Выигрываем. Ставим на красное снова 5 долларов. Проигрываем. Удваиваемся и ставим на черное. Выигрываем. Ставим 5 долларов на красное. Проигрываем. Удваиваемся на черном. Выигрываем. Ставим на красное. Снова выигрываем. На черное. Проигрываем. Удваиваемся на красном. Выпало зеро. В этом случае выбираем противоположный цвет и удваиваемся. Проигрываем. Продолжаем удваиваться и ставить уже 40 долларов на красное. Выигрываем. Ну, я думаю, принцип системы понятен. Я долго играл по классическому Мартингейлу и постоянно встречался с тем, что рано или поздно цепочка из выпадения одного и того же цвета ломала мне всю систему. И в результате я проигрывал весь свой депозит. Либо при удвоении ставки упирался в лимиты стола. То есть я не мог больше удваивать ставку. Я потратил много времени и сил, и денег, естественно, прежде чем стал играть по усовершенствованному Мартингейлу. Проигрываем. Обратите внимание, после того, как мы сделали 4 хода подряд и не выиграли, нужно сделать ставку сначала, то есть минимальные 5 долларов. Мы поставили 5 долларов, проиграли, потом поставили 10 долларов на противоположный цвет, проиграли, поставили 20 долларов на противоположный цвет, проиграли. После того, как четвертый раз ставка в 40 долларов не выиграла, начинаем сначала. Либо делаем холостые ставки, прокрутив тем самым рулетку на 4-5 ходов. Либо можно сделать пятый ход, но я не рекомендую его делать. Именно потому, что мы тестируем видео, и у нас на счету реальные деньги. Я все же хочу вам показать, что будет, если дальше удваиваться. Я все же сделаю пятый ход. 80 долларов на красное. Выиграли. Чистое везение. Лучше, конечно, надо было прокрутить рулетку и посмотреть, какие цвета выпадают. Вот в верхнем левом углу есть окошко, где показано, какие цвета выпали последний раз. Последний раз у нас выпало 25 красные. Для того, чтобы мы не попали в цепочку, когда мы будем ставить, например, на красное, а выпадет черное, поставив на черное, выпадет красное и так далее. А такие цепочки хоть и редкость, но у меня такая последовательность чередования цветов не в мою пользу доходила до 24 ходов.
Уже уперевшись в лимиты стола, я продолжал делать холостые спины, чтобы посмотреть, а сколько раз возможно выпадение такой последовательности. Поэтому, друзья, еще раз повторюсь, так как это важно, делайте вовремя остановку и не поддавайтесь азарту, и тогда у вас все получится. Для того, чтобы не делать большое видео, я понимаю, как это утомляет, я еще сделаю несколько ходов и подведем итог. Вот у нас четвертый ход. Поставили 5 долларов, 10 долларов, 20 долларов. И сейчас поставили последнюю ставку 40 долларов и выиграли. Если бы я проиграл, то ставки пошли сначала. То есть с 5 долларов. Просто сами подумайте, нелогично рисковать 80 долларами ради того, чтобы выиграть 5 долларов. Риск должен быть оправдан. Мы должны рисковать не больше 40 долларами. Вот мы с вами играем уже около 6 минут и выиграли 85 долларов. На этом я остановлюсь и выйду из игры. Хочу добавить, что процент выигрыша должен не превышать 30% от рискуемой суммы. Если вы рискуете 100 долларами, то плюс 30% это 130 долларов. Выиграв 30 долларов, нужно остановиться. Рискуемая сумма у нас с вами была 5 долларов, плюс 10 долларов, плюс 20 долларов, плюс 40 долларов, плюс 80 долларов. Итого в сумме это 155 долларов. Если считать 30% от этой суммы, то получается мы должны были выиграть 46 долларов 50 центов и на этом остановиться. А выиграли почти в 2 раза больше. На этом все. Желаю всего хорошего. До новых встреч.